которые безымянные, и распаковываю. Как-то так. Так, друзья, барабанная дробь. Будем делать мы сегодня в выпуске великое, огромное дело. Ну, для начала мы посмотрим, что же здесь пришло из Казахстана. Здесь должны быть таблетки, здесь должны быть витаминки. Ну, естественно, да, это изделие из глины и мела. В каком состоянии они пришли? Тут должно быть 10 килограмм. Проверим, насколько все пришло в целости и сохранности. А потом вместе с вами сформируем заказ одной из мелоежек, которая продает мел из старой гвардии, я так называю. Не в прямом смысле старой, а то, что очень долго тоже ест, глотает и реализует. Так, ну, посмотрим. Я вообще заказывала 100 с лишним килограмм у продавца. Это у нас там была одна коробка бартерная. Но то, что пришло все в мешках, просто состояние плачевное. Я даже не стала распаковывать на камеру, потому что распаковывать там было нечего. Там что просто труха. Разорванные мешки еще на транспортной компании я увидела, мне стало плохо. Надеюсь, сейчас здесь будет не все так печально. Хотя, может быть, и печально. Так. Еще, знаете, такая. Так. Это было в тему, мне кажется. Кладем холодное оружие. А что тут у нас? А что? Ну, посмотрим, в каком состоянии приехал у нас зеленый, да? Я же не ошибаюсь. Зеленый. Какой цвет? Так, ну вот как-то так, как-то так, как-то так. Тунгыш Тарас. Оптовый заказ 60 килограмм. Чуть не подписано, что это. Я отправлю этой самой мелоежке, которая глотает, и будет его реализовывать в одной из южных стран. Как думаете, кто это? Так, что тут у нас еще есть? Вот такие все они пришли. Ну, в принципе, сносно, сносно. Терпимо. И там второй ряд не разбился. Спасибо, Алекс. Так. Чтобы не было так пресно и скучно смотреть распаковку. Ну, понятное дело, с моими детьми пресно и скучно это вообще нет. Я буду распаковывать и есть мелок. Что? Ты не хочешь кушать? Я вот как бы уже перекусить. О, лучший муж в студию, пожалуйста. Жаль, такого нет ни у кого. Сейчас, пельмени тебе. Спасибо. Я собралась перекусить безымянным, но Игорь, видимо, решил, что пора время Господи, и что же мне теперь выбрать? Что? Я... Вообще, одно из самых сложных сейчас будет мне выбрать, потому что я люблю и пастулю, и безымянчик. Паста пока горячая, поставим... Спасибо, Игорь, ты лучший из лучших. Поэтому, короче, будет у меня сегодня вообще... трапеза из трапез. Ем безымянный и распаковываю витаминки. Опять подходила, смотрела на эту камеру. Слушайте, вот так выглядит, я так понимаю, это витаминки. Вот такие шайбочки маленькие. Номер 10. Тут без названия. Просто номер 10. Дети дерутся, плачут. Ну ладно, у нас тут процесс не остановить наш. Несмотря ни на что.
Вот какие малюсенькие. Слушайте, здорово, не побились. Отдельное мерси. Я практически уже не злюсь за ту побитую плиту, которая пришла. Я положу на этот стеллаж, чтобы потом сразу переупаковать. Вообще, я уверена практически, что... Можно есть? Ну, горячий был я поставила. Попробуем. Не переживай, я попробую. Так, это у нас витаминки. А, тут, значит, тоже было подписано. Я просто невнимательная. Тут у нас тоже было подписано. Это, знаете, что было? Розовенькие, мел, плюс ЖТСАЙ и Наполеон. Вот эти розовые, которые... Вот, я себе отложу одну. Это у нас витаминки, мел. И просто Астана. Из мела и Астаны. Давайте посмотрим. Тоже малышечки такие беленькие. Беленькие такие малышечки. Берись, рука. Вот такие. Вот такие, вот такие. Астана мел. Тоже одну. На пробу. Их в баночках глиномелки. Так, ничего не подписано, просто номер 13. Ладно. А как нам посмотреть? Как нам посмотреть? Можно как-то аккуратненько тут открыть крышку? Или... Да, можно. Ай, хотела помахать крышкой ароматы, и в итоге попала мне песчинка в глаз. Вот такие малюсечки. Классная тара, кстати, надо отдать должное. Классная тара. Так, здесь номер 3. Будем, в общем, у продавца еще интересоваться. Who is who? Что значит 3, что значит 13. Тоже такие малышки. Ой, придет заказ какой. Прям бабочки выпали. Но отдать должное, не раскололись. Так. А что я ничего не делаю? Что я ничего не ем? Почему я ничего не ем? А? Другое дело. Все целые батончики вот эти. Похожи на соленые с морской солью вот эти. Могу ошибаться. Так, тоже их уберем пока. Тунгыш Тарас. Школьный мел для рисования на любой поверхности. Вот он. Господи, мои дети, да, как отдельный вид искусства просто. Так. Пожалуй, еще возьму. Ложечка. Слушай, ложка прикольно. Так. Вот такие глиномелки. Вообще не знаю, ничего не подписано, надо будет уточнять. О, как было пыльно. Все, отдельную коробку. Так, я здесь вижу шайбы большие. Это что? На пакете не написано ничего, надеюсь, внутри будет написано. Так, безымянный, иди сюда. Без тебя распаковка не слазь. А что я так раньше не делала, интересно, а? Да, это есть бумажка. 16. Вот такие. Немножко приплюснутой формы. Они как... А, это подушечки. Поэтому приплюснутой формы. Все, Катя. Ты без подсказок никак. Подушечки. Вот. По составу надо смотреть. Что за подушечки? Ну, красивые. У меня... Молодец. Кстати, не разбилась, смотрите. На пробу мне. Мне напоминает, буду теперь я аккуратнее бдить, подушечки Любятово. Вот. Такие вкусные. Надеюсь, эти тоже. Пакетище. Шайбы. Шайбы. Помните, я делала распаковку шайб? Так, безымянный.
от Кати. Я забирала у Кати. Для того, чтобы мой заказ... Кстати, пока вот этот заказ ко мне ехал на передержку, брала у Кати. Очень песочные шайбы, прям видно. И понимать, из чего она. Ну, запаха нет никакого. Но по цвету напоминает мне, не знаю, что тут может быть. Навряд ли Уралка. Уралка не лепится, наверное. Я не очень компетентна пока. Маленькая коробчонка такая, да? Несмотря на то, что транспортная компания мне угандонила просто мешки с Туркестаном, с Астаной. Ой, Игорь, спасибо тебе. Люблю мужа. Сил нет. Тут, кстати, в коробке ничего нет больше. Все. Можно брать. Так вот. Ой, господи, поперек горла стало. Транспортная компания, конечно, ушатала. Вот там в углу я вам могу показать потом. Астана пришла. Вот в таком просто. Это максимальный объем, в котором дошла до меня Астана. Просто размельчилась, раскрошилась в дороге. Ее там, не знаю, кидали, швыряли. Мешки были без укрепления. А за коробку отдельно спасибо. Но вы сами видели, все очень достойно пришло. Не побито. Я быстренько ем. Дальше по плану у нас безымянным до хрущом. Попробуют этих малышек, витаминки и подушечку. Я тут еще себя приготовила крошку уральской. И покажу заказы, которые мы будем формировать, собирать. Это я поставлю на ускоренную промозку. Прям тарелку хочется вылезать, как вкусно. Класс. Ну что, пробуем витаминки. Я надеюсь, не ошибаюсь, что вот именно это продавец, когда формировал заказ, подразумевал под витаминкой. Перчит на языке от макарон. Первое, что мне нравится, не сильно залипает огонь. Чувствуется не только ярко выраженный вкус глины, но и мела. Я не знаю, что состав у этих беленьких витаминок, но, блин, ребята, пушка. Давайте розовый пробовать. Раз уж начала с ложки есть, продолжим с ложки. Вот здесь глина чувствуется уже ярче. Как мне красным кирпичом отдает. Я просто в детстве очень много тоже кушала. Ну это прям тягучести, залипучести по всему рту. Это просто волшебно. Я это очень люблю, когда можно посмаковать без залипания лишнего. Короче, витаминки огонь. Закусим безымянным. Как сказал бы мой старший сын пару лет назад, не подушечку, а подуди. Подушка. Вообще не залипает. Подушка раскрошилась во рту и не прилипла ни к одной части моего неба. Так
Так что теперь вы будете знать. Кто не знал, как и я. Что из себя представляет данный вид изделия. Возьмем одну штуку. Очень хрустит. Не горчит, но сопровождается какое-то странное послевкусие. Что в составе? Понятно. Природный мел. Ребята, но что-то чем-то мне отдает. Чем-то таким настораживающим. Ты закончила? Попробуем еще один. А ты поел уже? Алекса кормите, пожалуйста. И меня. Тебя я покормлю. И тебя, и всех, и соседей. Так, еще один давайте. Может быть, не из этого попробовать? Пусть лежит. Из зеленого. То же самое. Ребят, никого не отговариваю, потому что на вкус и цвет нет советчиков, нет товарищей. Но не мое, мне не нравится. Природный мел. Закажем больше для клиентов. Пусть будет. Но я свою пробу сняла. Хрустим безымянным. Господи, хрустим безымянным. Рассказываю про посылки и бегу. В общем, смотрите. Тут у меня тоже безымянный. Я не буду из большого пакета есть. Это у нас Грузия. Коробочка. Это у нас Германия. По составу здесь мелкие ассорти, глинки. Здесь у нас потерявшаяся посылка в Индию. Просто не доехала. А я вам говорила, что неважно, по какой причине посылка не доезжает. Ну вот в размере там 2 килограмма потерялась. А я, ребятушки, отправлю вам за свой счет. Астана. Узбечка, чародейка. Тут такой тоже целый набор глина. Заказ в Польшу. Только безымянный и теткина. Поясню немножко про Польшу. Напрямую сообщение у нас отрезано, да, Польша и Россия. Но посылка сначала идет до Кишинева, до Молдавии. Там получает ее наш помощник. В этот день переклеивают стикеры и из Кишинева отправляют в Польшу. Ну, на 15 дней доставка, наверное, увеличится за счет этого. Ну, все мои клиенты из Польши не переживают, что посылки останавливаются, не приходят. Приходят прекрасно. Также это касается Бельгии, Кипра и еще какой-то страны. Это у нас посылка в США. Здесь Антошка. Кстати, вот такая банка Антошки, потому что одна из коробок, пришедшая с Озона, просто рассыпалась в труху. Я ее просто переложила за 5 минут буквально до видео. Сейчас буду сортировать. Сниму, наверное, шот. Так кусочки кладу. Вот там Астана, которая мелкая, почищу ее, тоже что-нибудь вам сниму. В общем, работа непочатый край. В час хоть бы ночи доползти лечь. А еще, ребят, кому что-то, если не дошло, не бойтесь. Продублируйте, пожалуйста, мне сообщение в WhatsApp. Очень много теряется сообщений. Не стесняйтесь, пишите. Всем отвечу. Блин, до чего не люблю людей, выскочек, которые вообще ничего не понимают, но лезут ставить свои 3 копейки. Вот что по жизни, что на канале. Прям буду сразу блокировать. С Антошкой мне на днях тут одна девица пыталась уму-разуму научить. Даже если вы знаете чуть больше, чем остальные, давайте вы будете оставаться при этом людьми. Ну просто вынесла весь мозг, что все не так.
Все не так. Мы тут все дураки, одна умная. Пластинки безымянного — это вообще моя слабость. Доедаю безымянный и пойду кормить Алекса. А потом, как покормлю, вернусь, найду здесь порядок. Сниму вам еще видео. Отфоткаю витаминки. Вообще нужно сфоткать весь свой ассортимент. Я порой ловлю себя на таком стыдливом чувстве. Думаю, ну такая ты сволочь, Кать, ты все никак не можешь до этого дойти. Вот реально нет времени, ребят. Вот кому скажи. И я понимаю, что это неправильно. Что не все у меня отфоткано, нет всего ассортимента, не прописано. И стыдно вот в одно и то же время. Потом думаешь, блин, ну ты реально впахиваешься там в работе. Одно другое делаешь. На диване лежишь. Ну надо взять, просто выделить для этого день и отфоткать. Нехорошо уже. Вот прикиньте, сколько у меня сейчас даже, да, я показала вам новинок. Вот перед моим лицом Антошка лежит. Настолько мой организм уже, не знаю, самовнушение, привычка. Привык к безымянному, что даже вот рука никуда не тянется. Но отдать должное, многие клиенты зарубежные начали тоже замечать, что при проглатывании безымянного, о господи, сейчас опять начнется, никого не учу, никого не подкалантыриваю, никого не подбиваю глотать. Хотите, глотайте, хотите, плюйте. Ну просто те, кто глотают, отмечают реально то, что это жуткая тема споров от безымянного. Ну вот последние 3 отзыва иностранных, да, клиентов. Очень легкий мел и довольны. Просят еще наподобие что-нибудь. Ну, советую, как правило, наверное, по консистенции похож Теткина. Максимально, наверное, все, что есть из данного. Хотя мелков, вот вы видели там, вот это в синей пленке крутые куски. Но все такие достаточно грубоватые мелочки. Но для любителей таких сортов тоже огонь. Мне нравится тут копаться. Вы знаете, когда закрываюсь в этой комнате, снимать вам ролики, там, не знаю, работать. Такое ощущение, как будто я попадаю через портал в другое место измерения. Вот там они кричат, что-то ругаются, выясняют, а у меня здесь своя атмосфера с вами. Так. Поели. Теперь время и поработать. Слушайте, а что просто так есть? Давайте рецепт расскажу. Единственный рецепт, который из года в год колесит по всем социальным сетям. В Телеграме про него говорили. В первом моем Инстаграм говорили. Во втором говорили. В новом Телеграм-канале говорили. В старом говорили. Теперь на Ютуб-канале. А, на Ютуб-канале тоже как-то давно говорили. Кстати, в тему моих тренировок. Это безглютеновые макарошки. Вот их когда кушаешь, глютена в них нет. И они, короче, лучше усваиваются организмом. И вот этих маленьких прыщей на лбу, подкожные точечки такие, знаете, мерзкие. Такие мерзкие, как малосольный огурчик такой, лицом, пырку. Вот если не кушать продукты с глютеном, я их не кушаю уже 3-й год. Ну, как не кушаю? Периодически жру, конечно, и пиццу, соблазняюсь. Покоряюсь я соблазном Игоря. Вот если придерживаться и кушать вот безглютеновые макароны, лицо будет просто шикарным, ни одного прыщика не будет.
Так вот, рецепт. Я тоже приучаю, кстати, говорю, тоже к макаронам без глютена. Вы, если не следите до такой степени, можете обычную пасту, ну, не... Как эта форма называется? Перья, еще как-то называется по-другому. Просто обычные спагетти. Просто отварить. А соус к макарошкам. Креветки. Обжаривайте на оливковом масле, можно на подсолнечном. Несколько зубчиков чеснока, лучок вместе с креветками. Обжаривайте. Туда добавляете сливки. Побольше. Я люблю, чтобы жиденькие такие были макарошки эти потом. Петрушки. После того, как закипит сливки закипят, петрушки еще буквально минутку пусть потомится. Соль, перец по вкусу выключаете. И у вас уже отварные макарошки готовы. И вы либо на тарелке смешиваете каждому, либо просто на сковороде на этой со сливками. Ну так вкусно. Мне никогда не надоест, наверное, кушать это. Особенно, когда еще не мне нужно готовить. Это вообще просто подарок судьбы. Вспомнила. Мы еще делали такие вещи. Как рецепты этих спагетти, макарон. Не в одном прямом эфире. Это прям реально какое-то коронное блюдо Семиковчиков. На самом деле до хрена что готовим. Но этому отдельное внимание. Я не буду с ним играть. Мне не нужно. Дети такой наши еще не привыкли есть, не любят они. Поэтому пусть едят полуфабрикаты. Макароны, пельмени.